Сегодня хочу с вами поговорить об одной теме, которая меня достаточно долго, можно так сказать, на протяжении жизни волнует в той или иной степени, не всегда, конечно, с одинаковой интенсивностью. А эта история начинается вот так. Некоторые из вас это уже знают. Я родился в двуязычной славянской семье, славянско-хорватской, и с детства как-то наблюдал, существовал в таком окружении, где приходилось постоянно сравнивать одних славян с другими. И при море всего положительного были и отрицательные вещи. Отрицательные вещи, имею в виду то, что когда слушал некоторых славян, что говорят друг о друге, что всегда были какие-то эти подкалывания, и что всегда надо было показать, что мы, эти славяне, кто лучшие, кто истинные славяне, а эти другие, они не совсем истинные, и так далее. Иногда это было просто на уровне подкалываний, как это между словенцами и хорватами, которые славятся тем, что это единственные славянские народы, а возможно и единственные народы вообще в мире, которые живут по соседству и у которых никогда не было войны друг с другом. То есть это на заметку, что можно так тоже существовать. Дальше потом, когда я рос, взрослел, в это время, когда у нас была хорватско-сербская война, это было занимательно и сложно, с одной стороны, хотя, я был ребенок, что я мог такого знать? Да? Мне было лет 5, когда война закончилась. Но я помню эти времена, я помню, что мы по телевизору многое смотрели, по новостям, и помню из того, что мне родители рассказывали. А они мне рассказывали о том, что когда-то, когда мне было около 2 лет, мы путешествовали с точки А в точку Б на территории Хорватии, далеко от пограничной зоны, где была война. Вдруг сработали эти сирены. Прилетели над нас бомбардировщики тогдашней Югославской народной армии. Причина была в том, что рядом с нами находился аэропорт, и нам пришлось спрятаться. Это важно для того, что расскажу на протяжении целого выпуска. Вот в тогдашние времена, конечно, в Хорватии разжигалась определенная ненависть к сербам, думаю, по понятным причинам. То же самое, аналогичное, только в другую сторону происходило среди сербов. В принципе, государства были включены в создание стереотипов, самых ужасных стереотипов друг о друге. И я сам жил в таком окружении, конечно же. И в детстве я многого не очень понимал. Я помню, мне когда-то двоюродная сестра сказала, что раньше, в прошлом, когда-то Словения и Хорватия были одной страной, а потом эта страна развалилась, а виновата в этом Сербия. Причем я не совсем понимал, как это Словения и Хорватия были одно государство, а я так подразумевал, что Сербия была третье государство, и мне не было понятно, как так это третье государство повлияло на то, что мы развалились. Я же просто был маленький, я не понимал, что существовала какая-то Югославия, это аж потом мне рассказали. В таком окружении, конечно, было такое, что сербы нам наделали много зла. И действительно, в войне, не знаю, в какой войне не происходит зло, только в войне Господа и его ангелов против зла, а все остальные войны — это... Я могу сказать, что мне повезло. Мои родители воспитывали меня и всех нас, своих детей, так, чтобы мы, несмотря на все это, не ненавидели друг друга. Мой папа, например, он отличал и до сих пор отличает культуру и военные действия определенного народа. То есть, несмотря на то, что там у нас была война, несмотря на все это, папа нас, детей постарше, по крайней мере, научил уже в детстве писать кириллицей. Я ему за это очень сильно благодарен, потому что это значит, что я практически с детства параллельно уже знал латиницу и кириллицу, то, я думаю, мне в дальнейшем потом принесло, не я думаю, а я убежден, что мне это в дальнейшем принесло много пользы. А то, что самая суть, что хочу рассказать, это то, что родители меня воспитывали не передаваться злу, если получаю какое-то зло. Я, конечно, не идеальный и не всегда такой сдержанный и не держу себя всегда в руках, как все люди, думаю. Но надо иметь какой-то идеал, к которому мы должны стремиться, чтобы уподобиться побольше Христу. Я знаю, что нас и не христиане смотрят, то для нас, христиан, Господь Христос — это вообще идеал всего человечества. Он не сделал ничего плохого, никогда, ни разу. Поэтому мы стремимся именно к этому идеалу. Но это рассказ на другой раз. И так где-то лет с 16-17, когда я начал усиленно интересоваться всеми славянскими делами,
Началось это, конечно, с Хорватии, всего хорватского. Я в Хорватии влюбился в историю, в хорватскую историю. По многим чтениям книг по хорватской истории, это мне читал мой папа, по истории других народов, там греков, римлян. Ну, и со временем пришел к хорватам, и потом от хорватов я уже перешел ко всем славянам. И, ну, это удивительно, потому что обычно в восточнославянском пространстве о хорватах существуют многие предрассудки, которые, ну, неприятно их слышать, ну, что поделаешь. Например, есть такие предрассудки, что мы, хорваты, все там усташи какие-то, и что во времена Второй мировой войны все в этом участвовали и так далее, и что там все мы всегда ненавидели сербов и русских и так далее. Ну, что, конечно, чушь. И, ну, мне жаль, что так на это многие смотрят. Как бы что поделать? Я могу записывать выпуски про хорватскую историю, чтобы люди лучше узнали друг друга. Но другая часть на зрителя. Как зритель это поймет. Я не могу влиять на то, чтобы все это понимали правильно. Этим хочу сказать, такое у всех славян, да? И у хорватов есть всякие разные предрассудки о русских и о других славянах, и о неславянах. Это что-то, что для людей естественно, мне кажется. Этот наш вещальник, канал, мы создали отчасти и для того, чтобы эти предрассудки между нами, славянами, устранялись. Вернемся к хорватско-сербской войне. Хочу сказать такое, что, да, несмотря на все это, значит, после того, как я уже занялся и хорватами, и славянами, я не боялся поехать в Сербию. И я действительно поехал туда, в Белград и, ну, вообще там на юг Сербии тоже, вплоть до македонской границы. И это был прекраснейший опыт, который мне подтвердил то, что не надо иметь плохих таких предрассудков ни о ком, потому что меня там приняли, никто мне ничего не сделал за то, что я хорват. Мы вместе пели песни, веселились, радовались. Мне показали свой город, Белград имею в виду. Но, правда, у некоторых были некоторые тоже предрассудки в сторону Хорватии. То есть не только у хорватов есть предрассудки о других, а и у сербов есть предрассудки о хорватах. Такое, что если бы я только них слушал, я бы думал, что в Хорватии просто заживо съедают детей, и сербов особенно. Но это тоже не так. Мы не такие страшные. И думаю, что очень большая ошибка обобщать и грехи 2-3 людей, а можете 10, неважно, можете сотни людей, обобщать и говорить, что весь народ такой. Но такой пример часто привожу, когда говорится о хорватских усташах. Хорватских усташев численно, например, намного меньше, чем было русских власовцев, да? И даже при своем лучшем проценте тогдашних времен этих усташских хорватов, их процент в сравнении со всем населением не составлял даже 2%. То есть очень мало. Ну, конечно, там потом родственники есть, но тут потом еще надо учитывать, что у людей разные истории есть. Есть люди, которые по 100 раз поменяли сторону. Мне мой друг в Словении говорил про одного своего, не знаю, то ли соселянин, или как это назвать, человек, который с ним жил или живет в одной семье. И он несколько раз переходил на сторону партизан и обратно. Причем он был какой-то, не знаю, ему очень везло, или он был очень крутой какой-то, что он мог прям партизанам сказать: если будете вот так себя вести, как себя ведете, то я перейду к немцам. А немцам то же самое говорил. Я не знаю, как у него получилось выжить аж до 90-х, ну, вот так было. Но, или же это легенды. Все может быть, конечно, я не отрицаю. Суть в том, что хорошо воспитывать в себе такую критичность, что не обобщаем, вообще осуждать других нехорошо. Нужно посмотреть в свое сердце, в себя и осуждать свой грех. И от этого избавляться. Вот это единственная война, которую я поддерживаю. И дальше еще что в этом выпуске хочу сказать. Переходим уже из сербско-хорватских отношений к русско-украинским отношениям. Вот недавно я увидел такой мем, он, правда, на английском языке, который очень хорошо иллюстрирует эти отношения между славянами. Мы, как славяне, очень сильно любим драться. И так было даже в ту эпоху древнюю, там, в VI веке и так далее. Это, собственно, вообще всем людям, что мы не всегда самые спокойные, часто не можем поделить чего-то с ближними. Даже, ну, я тоже такой. Все мы, думаю, в жизни, на протяжении жизни такие. И это что-то, с чем мы должны бороться. Но после того, как начались эти все военные действия между Россией и Украиной, я не терял контакт
с русскими, с украинцами, с которыми уже был в контакте, там и новые друзья появились. Но часто приходилось слушать или выслушивать отрицательные вещи в сторону друг друга. Что понятно. Учитывая контекст того, что происходит, понятно, что это так. В этих разговорах очень часто как будто подразумевалось, что если, допустим, условный украинец ненавидит русского, что как будто он подсознательно ожидает и от меня, что я тоже должен ненавидеть. Если я справедливый человек, я должен ненавидеть. И то же самое про условного русского, да, что если он считает, что украинец плохой уже самим тем, что он украинец, тогда и я должен так считать, и я должен ненавидеть. Это то, о чем я долго думаю. Я так не могу. Я люблю нас, славян. Я вообще против ненависти. Единственная ненависть, которую действительно можно поддерживать, это ненависть к собственному греху, ну и греху вообще как явлению, которое отдаляет человека от Господа, которое отдаляет человека от жизни, от Господа Бога. То есть я знаю, что не все тут, кто смотрит, христиане, повторяюсь, но вернитесь на тот идеал, о котором рассказывал. Я хочу сказать так, что вот я в этом участвовать не хочу. Когда люди ожидают, чтобы я взял либо сторону Украины, либо сторону России во всем этом, то я отвергаю и то, и другое. Потому что я против ненависти. Я против того, чтобы люди умирали. И я сам не хочу быть пойман в этом кругу ненависти, по которым потом можно крутиться всю жизнь и в итоге погубить свою душу и в худшем случае еще других людей потянуть за собой. Знаю, что то, что я сегодня говорил, может быть для многих спорно. И, безусловно, я думаю, что и те люди, которые агрессивно настроены, дадут о себе знать в комментариях. Но я все-таки призываю к тому, чтобы побеждать в себе сами низменные страсти, потому что если бы люди это всегда делали, тогда бы вообще войн не было. Я знаю, что этот мой выпуск так и ничего не изменит, я просто хотел поделиться своим мнением. А теперь мне уже пора. В следующий раз увидимся в каком-нибудь выпуске историческом, языковедческом, стариноведческом или чем-нибудь еще такого рода, что можете увидеть у нас на вещальнике. А если вам занимательно смотреть нас и слушать нас, то все, кто хочет поддержать нас монетой, может это сделать либо через Boostly, либо через PayPal, либо через Patreon. Ссылки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Мы очень благодарны за вашу помощь и желаю мира всем нам, славянам, и не только славянам. Пока-пока.